23 апреля 2018 года тело Эйлин Сайден нашли у дороги недалеко от Хайвей 98 во Флориде. А меньше чем через сутки в придорожном мотеле Sportsman Lounge горничные открыли дверь номера 15. Матрасы были пропитаны кровью. В ванной следы, которые пытались замыть уксусом. На карнизе от душевой шторы отпечаток ладони. Двое людей, которые вышли из комнаты 15 живыми, уже ехали на юг Флориды. Камеры на дорожных постах фиксировали их машину. История на двоих была готова. Эйлин вышла на заправке и не вернулась. Но это была ложь. Но чтобы понять, что произошло в той комнате номер 15, нужно вернуться назад, к моменту, когда Эйлин ответила на сообщение человека из школьного прошлого. Она просто ответила на сообщение. Именно так и начинается эта история. Проблема с такими историями в том, что первый шаг почти никогда не выглядит опасным. Человек просто отвечает на сообщение, соглашается на встречу, смеется над старой школьной историей. Эйлин Сайден работала в недвижимости. Телефон почти не замолкал. Просмотры, документы, клиенты, которым ответ нужен был прямо сейчас. Она отвечала быстро, почти машинально. Эйлин рано осталась без родителей, выросла рядом со старшей сестрой и привыкла сама закрывать счета и возвращаться в пустую квартиру. И тут написал Зак Эббел, мужчина из школьного прошлого. На экране всплывали имена, которые она давно не слышала, старые шутки, обрывки историй. То прошлое, где все казалось проще. Рабочий чат снова загорелся на столе. Там ждали срочный ответ. Но Эйлин продолжала писать Заку и через несколько минут положила телефон экраном вниз. Раньше рабочие сообщения не ждали. Из переписки отношения быстро перешли в жизнь. Сначала встречи после работы, потом выходные, которые заканчивались позже, чем планировалось. Иногда Зак оставался до утра, и после него в квартире оставались мелочи. Чашка у раковины, футболка на стуле. Так прошло около полугода. А Эйлин все еще не знала, что все это держится на чужом молчании. Потом она потеряла работу. Именно в этот момент Зак предложил ей место в автосалоне, владельцем которого являлся. Для Эйлин это была работа, деньги и возможность удержаться на ногах. Она согласилась. И в первый же рабочий день увидела Кристину Араужо. Зак все объяснил. Они с Кристиной когда-то встречались, но отношения давно закончились. Остались только машины, документы и общее дело, из которого нельзя выйти за один день. Эйлин каждое утро заходила в офис, думая, что работает с бывшей девушкой своего парня. А вечером Зак возвращался к этой женщине домой. И снова писал Эйлин так, будто Кристины вообще не существует. Несколько недель все держалось на том, что каждая из них видела только свою часть Зака. Но теперь Кристина видела Эйлин каждый день. И то, что раньше в поведении Зака можно было списать на дела, усталость или рабочие сообщения, стало выглядеть иначе. А потом Кристина взяла его телефон. Сообщения по ночам, фотографии, признания, планы на будущее. Она листала переписку все дальше, а имя Эйлин снова и снова появлялось на экране. К утру лжи больше не осталось. Кристина не стала молчать. Зак оправдывался, путался в словах и в какой-то момент сказал, что уйдет к Эйлин. После такой фразы обычно уходят, но Кристина не собиралась его отпускать. Вместо расставания она предложила вариант, который звучал безумно. Но для Зака он оказался почти идеальным. Жить втроем.
Если он уходил к Эйлин, то терял дом, бизнес, деньги и женщину, рядом с которой прожил несколько лет. Если оставался с Кристиной, терял Эйлин. А теперь появился третий вариант – не выбирать, не терять никого. И Зак согласился. Теперь ему предстояло прийти к Эйлин и объяснить, что Кристина не была бывшей. Она все это время оставалась частью его жизни. А потом предложить Эйлин место в этой новой жизни. Зак говорил быстро. У него на все уже был готов ответ. Все это временно, всего на несколько месяцев, пока они с Кристиной не разделят автосалон. Жить можно будет в большом доме. У Эйлин будет своя комната. Никто никого не заставляет. Все просто переждут этот странный период. Он говорил мягко и уверенно, превращая абсурд в план. Эйлин слушала, и чем больше он говорил, тем меньше это походило на катастрофу. Если уйти сейчас, Зак не пойдет за ней. Он останется там, в доме, в бизнесе, в жизни, которую обещает когда-нибудь оставить. Если остаться, у нее хотя бы будет шанс. Она спросила, сколько это продлится. Спросила, где будет ее комната. Она не выбирала жизнь втроем. Она пыталась не потерять Зака. Когда подошел срок, она не стала продлевать аренду квартиры. Она поверила Заку, ей казалось, что возвращаться туда больше не придется. А на деле она сама убрала дверь, через которую могла бы вернуться назад. Через несколько дней Эйлин привезла вещи в дом Зака и Кристины. Кристина встретила ее спокойно, просто открыла дверь и отступила в сторону. Наверху для Эйлин уже была приготовлена комната. Первые дни это еще можно было назвать странным временным решением. Но постепенно место Эйлин в этом доме начало меняться. Сначала она была женщиной, ради которой Зак обещал все изменить. Потом становилась человеком, который все чаще мешал привычной жизни Зака и Кристины. Эйлин работала в их автосалоне. Ее доход зависел от них. Прежняя квартира была уже сдана. И чтобы уйти, нужно было начинать все заново. Искать работу, жилье и место, где она снова будет в безопасности. Она порывалась уйти несколько раз, но надежда, что Зак все-таки выполнит обещанное, не отпускала. Ссоры стали постоянными, часто переходили в физические стычки. Кристина могла сорваться в любой момент, а Зак просто стоял рядом, не защищал и не вмешивался, не выбирал ее. Чем громче Эйлин требовала от него справедливости, тем ближе Зак становился к Кристине. Теперь они оба смотрели на нее одинаково, как на проблему. Все чаще Эйлин говорила подруге Эйли, что ей страшно. Элли просила звонить в полицию, но Кристина уже объяснила Эйлин, если та попробует пожаловаться, ей не поверят. Ее отец работал в системе шерифа на юге Флориды. И каждый раз, когда Элли говорила «звони в полицию», Эйлин уже слышала другой голос: «Никто тебе не поможет». В апреле 2018 года Зак и Кристина поехали в Техас за машинами для автосалона. Эйлин они взяли с собой по работе, помогать с бухгалтерией и документами. На обратном пути в Майами их машина свернула к придорожному мотелю Sportsman's Lodge в округе Франклин. Они сняли комнату номер 15. Трое зашли внутрь, а вышли только двое живых. Позже следователи восстановят, конфликт начался прямо в номере. Алкоголь, усталость и месяцы злости, которые теперь заперлись с ними в одной комнате. В ванной сорвали металлический карниз от душевой шторы. Им били Эйлин снова и снова,
Судмедэксперты зафиксируют переломы и рваные раны у нее на теле. А около 5 утра Зак и Кристина начали выносить тело. Камеры мотеля записали, что они вытаскивают Эйлин из комнаты номер 15 и грузят в машину. Перед уходом они попытались уничтожить следы. Сорвали окровавленное белье, перевернули мебель, залили комнату уксусом. Резкий запах должен был перебить запах крови. Не перебил. Тело Эйлин они вывезли на 10 километров от мотеля и бросили у дороги в заброшенном тупике. Потом сели в ту же машину и поехали на юг Флориды. Комната 15 осталась позади, но простыни, матрас, камеры и уксус уже начинали рассказывать все за них. После ареста Зак и Кристина держали оборону недолго. Версия была одна. Эйлин вышла на заправке и не вернулась. Версия рассыпалась почти сразу. Люминол подсветил замытые следы крови в ванной. На карнизе от душевой шторы эксперты нашли кровавый отпечаток ладони Кристины. После этого они перестали защищать друг друга. Зак утверждал, что Кристина убила из ревности. Кристина говорила, главным был Зак, а она помогала скрывать следы. Следствие пришло к выводу: в комнате номер 15 убивали оба. Кристина успела первой заключить сделку, признала вину в убийстве второй степени и получила 25 лет тюрьмы. Зак вину не признал, присяжные ему не поверили. Закария Эббл получил пожизненный срок без права на досрочное освобождение. И все равно у многих оставался один вопрос. Он сам позвал Эйлин в свою жизнь, сам убеждал ее остаться. Так почему в комнате номер 15 он оказался не рядом с ней, а против нее? Ответ пугающе прост. Зак не был человеком, который просто стоял в стороне. Он выбрал ту жизнь, которую боялся потерять. А значит, Эйлин стала той, кто мешал ему вернуть комфорт. Той, кто слишком громко требовал справедливости. Слабых, трусливых мужчин всегда бесит, когда от них требуют силы. А трусость, соединенная с жадностью и загнанная в угол, иногда рождает слепую жестокость. Быстрее, чем открытая ненависть. Зак пожертвовал чужой жизнью, чтобы не решать свои проблемы. Теперь проблем у него стало гораздо больше.